Корейская честность и видеокамеры. Так ли честны южные корейцы? Безопасность Сеул, мобильные телефоны в подъездах и 10 видеокамер на квадратный метр. Южная Корея, видеокамеры и тотальный контроль. Прочитал новость, как в Сеуле случайные прохожие помогли собрать деньги, вылетевшие из ехавшего автомобиля. Мужчина на своем авто вез деньги в банк, где-то около $1000. Ветром из-за открытого окна денежки сдуло, но добрые люди помогли собрать улетевшую наличность. Ну и в комментариях новости шутки про честность, высокий уровень которой поддерживается скрытыми камерами наблюдения. Справедливость и радость замечу. Прикол про скрытые камеры – это первое, что приходит в голову во время чтения таких новостей. Но, мол, посмотрели бы на поведение тех людей, если бы за каждым их шагом не следили. Ведь в Южной Корее действительно камеры наблюдения натыканы везде и рядом. Однако ситуация с корейской честностью несколько сложнее. Честность и безопасность Кореи. Конечно, можно считать скрытые не очень видеокамеры. К тому же их действительно немало. Но уровень безопасности страны и отношение чужой и своей собственности прекрасно характеризует совершенно раздолбайским поведением корейцев, которые оставляют свои вещи где попало. Например, на конечных стадиях метро по вагонам проходит сотрудник метрополитена и собирает ворох забытых вещей. И по отзывам забытые куртки, сумки, зонты, телефоны, ноутбуки находят своих хозяев. Еще общая ситуация заметна по отношению к вещам в кафе. Корейцы резервируют столик при помощи сумки, телефона или планшета. Они спокойно вставляют свои вещи и уходят заказывать еду в реструм или на улицу освежиться. И ведь они уверены, что ничего не пропадет. Свое первое представление о разгуле преступности в Южной Корее я получил еще до заселения в гестхаус. На двери над кодовым замком был приклеен листочек с паролем. А в специальном карманчике для гостей оставили мобильный телефон с инструкцией. Если вы не разобрались и не смогли попасть в холл, позвоните по телефону, позовите мистера Хона. Хозяин находился в соседнем гестхаусе, тоже принадлежащем ему. Как это выглядело, смотрите на фото. При этом при заселении в номер спросил про сейф. В номере сейфа не было. И кореянка на ресепшене долго не могла понять, что от нее нужно. Наверное, она думала, эти безумные русские, зачем им понадобился сейф? Счастье в неведении. Мой прекрасно говорящий по-корейски гид минут 10 объяснял девушке суть вопроса. По итогам переговоров она предложила воспользоваться сейфом на ресепшене. При этом сами хозяева дневную выручку оставляли в незакрытом ящике стола. Да вы, даете. А на стойке лежали оставленные без присмотра телефоны. Увидев это, я махнул рукой и тоже проникся корейской безалаберностью. Я хочу, как в Южной Корее. И вот для сравнения, как оно у нас. Как-то в субботу днем я выходил из квартиры, а по возвращении забыл достать ключ из замочной скважины. Про ключи я вспомнил только в понедельник, когда собирался на работу. То есть они протолчали в наружной двери с обеда субботы до утра понедельника. Подъезд на кодовом замке, тамбур тоже закрывается, но я на всякий случай поменял замки. Можно сколько угодно язвить на тему, что корейская честность хорошо подкрепляется камерами наблюдения. Мол, будь у нас так же, и мы зажили бы. Как? Однако тут, под знаменем для вашего блага, следят за каждым нашим шагом. И явно не для повышения нашего уровня качества жизни. И я не чувствую себя в безопасности, а удавка на шее и кошельке все туже. Знакомые с бессмертным произведением 1684 Оруэлла увидят много общего. Но все-таки хотелось бы дожить до времени, когда в подъезде на подоконнике можно будет оставлять мобильный телефон за $300. Станет возможно забывать ключи в замочной скважине и не париться о смене замков. А пока что в наших госучреждениях и банках привязывают ручки за 20 рублей. Кстати, в банках все под видеокамерами. Видимо, дело в людях, а не в системах наблюдения и контроля доступа. В 19 веке Салтыков-Щедрин сказал: «Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Уже больше 100 лет прошло, и нам прекрасно известно, что в стране за 10 лет меняется все, а за 200 лет ничего. Так что, видимо, если хочешь как в Южной Корее, нужно ехать в Южную Корею. А вообще, именно благодаря таким подобным вещам начинаешь осознавать чудовищную пропасть между жизнью тут и там.